Почему золото сегодня так же дешево, как в 1971 году? Почему потенциал роста может быть даже больше, чем в 24 раза? Всем привет, вы на канале Золотой Стандарт, с вами Городовой Данил, поехали! Сегодня мы с вами разберем статью главы швейцарской управляющей компании Эгона фон Грейца. Золотая и серебряная монета является наиболее совершенной средой инвестирования, потому что, имея внутреннюю и универсальную ценность, она никогда не может обнулиться в наших руках. И это самый надежный ресурс опоры во время войны. Томас Джефферсон. Поскольку ни один нынешний президент или премьер-министр, ни один председатель Центрального банка не понимает, что такое деньги или актуальность золота, мы обратимся к истории и Томасу Джефферсону, третьему президенту Америки, для правильного определения. Джефферсон также понимал, что бумага – это бедность. Это только призрак денег, а не сами деньги. Поскольку мировая экономика идет к инфляционной депрессии, усугубляемой не только экономическими долгами и дефицитом, но теперь и войной, значение золота приобретает совершенно другое измерение. Итак, давайте проанализируем утверждение Джефферсона. Золото сохранит свой собственный уровень. Золото – это постоянная покупательская способность. Таким образом, золото не растет в реальном выражении. Унция золота сегодня покупает хороший костюм для человека, как это было в римские времена. На самом деле это не совсем так. В конце этого видео будет график, где будет приводиться, что цена золота различная в разные времена. Если мы берем десятилетия, если столетия, то приблизительно эта ценность одинаковая. На графике ниже показано золото как постоянная покупательная способность на линию 100, в то время как все валюты падают на дно. Все валюты продолжают терять ценность по отношению к реальным деньгам, хотя это никогда не происходит в прямой линии. С более высокими процентными ставками и инфляцией, более высоким дефицитом и долгами, бедностью, стоимостью войн и растущим давлением в финансовой системе обесценивание валюты теперь ускорится. Золото не является инвестицией, золото – вечные деньги. Как таковое золото сохраняет свою реальную ценность, тогда как бумажные деньги со временем теряют свою ценность. За 5000 лет золото пережило все другие формы денег, включая бумажные деньги. Мы должны помнить, что каждая бумажная валюта в истории обнулилась, без исключения. Текущая денежная система в настоящее время совершает свои последние вздохи. Поскольку доллар и большинство валют потеряли 99% с момента основания ФРС в 1913 году и 98% с тех пор, как Никсон закрыл золотое окно в 1971 году, гарантируется, что оставшиеся 1-2% будут потеряны в ближайшие несколько лет. Но, как я часто указываю, потеря оставшихся 1-2% означает падение на 100% сегодняшнего дня. Любой, кто этого не понимает, гарантированно потеряет все свое бумажное богатство в течение следующих 5-10 лет, а возможно раньше. Внутренняя и универсальная ценность, она никогда не умрет в наших руках. На протяжении всей истории золото никогда не было и никогда не станет бесполезным. Золото – это деньги природы и вечные деньги. Криптовалюты для многих стали религией или культом. Для тех, кто получил вначале, были впечатляющие выгоды. Я вижу, что блокчейн может быть полезной технологией, но это никогда не может быть реальными деньгами. Таким образом, криптографы не имеют ничего общего с реальными деньгами, золотом. Кроме того, они не служат истинной формой сохранения богатства. Я уверен, что центральные банки по всему миру будут вводить цифровые валюты, CBDC. Но эти новые валюты всего лишь еще одна форма бумажных денег. Таким образом, они могут и будут создаваться в неограниченных количествах и со временем теряют большую часть своей стоимости, как и бумажные деньги. Одним из преимуществ для правительств, конечно, является возможность отслеживать все транзакции в своем желании контролировать нас всех в мрачном сценарии 1984 года. Но тоталитарные общества не выживают, поскольку они противоречат законам природы и человеческой природы. Тем не менее, они могут создать очень неприятный период для многих людей. Цель Всемирного экономического форума – создать общество, в котором все будут бедны и счастливы. Это полная бессмыслица, которая с треском провалится, как и тоталитарное общество. Да, в Всемирном экономическом форуме много миллиардеров и политических лидеров, которые любят смешиваться друг с другом под командованием своего лидера Клауса Шваба, также миллиардера. Но ВЭФ рухнет, когда миллиардеры потеряют большую часть своего богатства, а пролетариат будет выброшен на обочину в ходе величайшей передачи богатства в истории. Самый верный ресурс опоры во время войны. В каждом историческом кризисе золото всегда было деньгами, как для наций, так и для отдельных людей. Поскольку золото является универсальными деньгами, это лучшее средство обмена для людей, бегущих из раздираемой войной страны. Поскольку войны также часто приводят к инфляции и обесцениванию бумажных денег, золото является самым надежным ресурсом и принимается во всех странах. Так почему же золото не растет и почему больше людей не покупают золото, если оно так дешево? Я регулярно получаю эти вопросы. Все ингредиенты, безусловно, уже присутствуют у золота, чтобы идти вверх. Инфляция.
Инфляция быстро растет и, безусловно, еще сильно ускорится во многих странах. Испытав инфляцию в 1970-х годах в Великобритании, я знаю, как быстро она может ускориться. Между 1974 и 1981 годами инфляция в Великобритании оставалась выше 10%, достигнув пика в 24%, в среднем за этот период было около 15%. При годовой инфляции в 15% цены удваиваются каждые 5 лет. Я был бы удивлен, если бы инфляция во многих странах Запада не достигла уровня 15%. Дефицит сырьевых товаров. Существует глобальная нехватка товаров. Цены уже начали расти в апреле 2020 года. Товарный индекс GSCI вырос на 232% с апреля 2020 года. Поскольку украинский кризис начался 20 февраля этого года, цены на сырьевые товары выросли на 18%. Продовольственное агентство ООН заявило уже осенью 2021 года, что ситуация с нехваткой продовольствия была катастрофической. Это было до прекращения основных поставок из Украины и России. Посмотрите на график. Рост мирового долга и денежной массы. Глобальный долг растет в геометрической прогрессии и утроился в этом столетии. Рост долга и денежной массы выше роста ВВП. Со временем оказывает прямое влияние на темпы инфляции. Большая часть денег, созданных после Великого финансового кризиса 2006 и 2009 годов, не достигла потребителей, а пошла на рынки активов, такие как акции, облигации и недвижимость. Это сохранило оборачиваемость денег на очень низком уровне. До недавнего времени не влияло на потребительские цены, но все это изменится с быстрым ростом инфляции. Обратите внимание на график. Никто не владеет золотом. Итак, если золото является наиболее эффективным классом активов в этом столетии, почему только 0,5% мировых финансовых активов инвестируется в физическое золото? Простой ответ заключается в том, что большинство инвесторов не понимают и не следуют за золотом, поэтому оно так дешево. Практически ни один инвестор не знает, что золото было самым эффективным классом активов за последние 22 года. Но поскольку инфляция продолжает расти, институциональные инвесторы, в частности, должны будут покупать защиту от инфляции. Акции, облигации и недвижимость стали активами пузыря с огромным риском снижения и предлагают нулевую защиту от инфляции. Поэтому многие инвесторы обратятся к запасам физического золота и драгоценных металлов. Общая стоимость 33 крупнейших горнодобывающих акций составляет всего 210 миллиардов долларов, и только 6 из них стоят более 10 миллиардов долларов. Капитализация мирового фондового рынка составляет чуть более 90 триллионов долларов, поэтому акции золотодобычи составляют всего 0,2% от этого. И если мы добавим общую стоимость физического золота для частных инвестиций, общая сумма инвестируемых золотых активов составит 2,5 триллиона долларов. С глобальными финансовыми инвестиционными активами в 220 триллионов рынок инвестиций в физическое золото составляет лишь чуть более 1% мировых активов. Ясно, что общая сумма в золотодобывающих акциях или в физическом золоте мизерна по сравнению с глобальными финансовыми инвестициями. Поэтому, когда институциональные и другие инвесторы переходят на рынок золота и увеличивают свои активы с 0,5 до 1% мировых финансовых активов, это потребует инвестиций в золото и золотодобывающие акции в размере 1,1 триллиона долларов, которые по сегодняшним ценам будут представлять 50% этого рынка во всем мире. И если бы инвестиции в золото выросли с 0,5 до 1,5% мировых активов, это означало бы покупку всего золота, доступного в мире для инвестиций. Само собой разумеется, что эти количества не будут доступны. Единственный способ, удовлетворяющий растущий спрос в золотом секторе, будет по гораздо более высокой цене, которая может легко быть в 10 раз выше, чем текущие цены. Здесь можно добавить к управляющему, что в 1971 году обычные люди из Китая и России не так активно принимали участие в инвестировании в золото. И еще ни разу во всем мире не было такой ситуации, чтобы все валюты были фиатными, то есть они не были бы обеспечены ничем. Золото на пороге крупного движения. Золото выросло в 25 раз в 1970-х годах, а затем приостановилось почти на 20 лет, поскольку фондовые рынки существенно выросли. Золото затем достигло дна в 1999-2000-х годах по цене $250. С тех пор золото превзошло акции и большинство других рынков активов. По сравнению с бумажными деньгами золото выросло примерно в 8 раз с 1999 года до пика 2011-2012 годов. Похоже, что золото корректировалось в течение очень долгого времени с пика 2011-2012 годов. Но если мы посмотрим на годовой график золота в долларах ниже, мы обнаружим, что коррекция длилась всего 3 года с 13 по 15 года. Внимательно изучая график, мы обнаруживаем, что между 2001 и сегодняшним днем
было только 3 года спада. Красные свечи. Итак, мы смотрим на очень сильную производительность, и это до того, как мы увидим эффект всех положительных факторов для золота, упомянутых выше. Мы не можем оценивать золото в обесценивающихся бумажных деньгах. Если я говорю, что золото пойдет на 25 тысяч долларов, это бессмысленно, если мы не связываем цену с инфляцией и покупательной способностью. Я заявлял много лет назад, что золото будет стоить не менее 10 тысяч долларов. В сегодняшних деньгах, и это все еще реалистичный прогноз, учитывая все положительные факторы для золота в настоящее время, или выражаясь более правильно, негативные факторы для фиатных денег для всего мира. Так когда же золото подорожает? Будучи должным образом инвестированием в физическое золото для себя и наших инвесторов, с начала 2002 года мы никогда не беспокоимся о краткосрочной перспективе. Золото предназначено для долгосрочного сохранения богатства, а не для краткосрочного удовлетворения. В долгосрочной перспективе золото достигнет уровней, которые мало кто может себе представить. Золото так же дешево, как в 1971 году и в 2000-х годах. Наконец, мой любимый график, который показывает, что золото сегодня дешево по отношению к денежной массе США, как в 1971 году, когда цена была 35 долларов, и в 2000 году, когда золото было 290 долларов. Друзья, а что вы думаете о статье? Согласны ли вы с доводами Эгона фон Грейтса? Подписывайтесь, чтобы не пропустить уникальную аналитику по золоту и рублю на Дзен и Telegram. Там много интересных статей и актуальной информации. Берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование и золото – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.